Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Кто любит круассаны, тот точно оценит этот вкус домашней аппетитной выпечки. Да, я эти булочки сравниваю именно с круассанами, потому что по вкусу они похожи, но готовятся гораздо проще, без мучений со слоеным тестом. Обязательно проверьте свою подписку на наш канал и жмите на колокольчик, только в этом случае вы не пропустите все самое новое. Давайте скорее начнем. Как и обещала, тесто мы сделаем очень быстро. Но, конечно, дадим время на подъем обязательно. Размешиваем 5 граммов дрожжей в теплом молоке объемом 250 мл. На минуту убираем в сторону. В миске перемешаем 450 граммов муки, 50 граммов сахара и 5 граммов соли. Добавим 60 граммов мягкого сливочного масла, слегка растирая руками. Спустя минуту размешаем дрожжи, выливаем вместе с молоком сухие ингредиенты. Быстро собираем тесто. Если молока не хватило и тесто не собирается, получается густым, подлейте еще пару ложек теплой воды или молока. Ну и наоборот, если жидкое, досыпьте пару ложек муки. Такое может быть, если мука ваша отличается плотностью. Собираем тесто, вымешиваем руками пару минут до более-менее однородной структуры. И да, все ингредиенты в ложках и стаканах также есть под видео рядом с граммами. Смотрите в описании. Миску смазываем растительным маслом, в нее тесто. Оставляем в тепле на 60 минут. За это время тесто поднялось в 2 раза. Оно вовсе не липкое, но воздушное. При обминке дополнительно мука нам не понадобится. Обминаем хорошо. Заметьте, оно стало более эластичным, однородным, гладким. Делим шар теста на 10 кусочков. Каждый вышел примерно по 80 грамм, плюс-минус. По объему как теннисный мячик, наверное. Обминаем кусочки в округлые шарики, обязательно. Накрываем, чтобы тесто стало снова эластичным. Оставляем на 10 минут. Каждый шарик теста раскатываем, образуя вот такой конус. Одна сторона превращается в тонкий хвостик. Так сделаем все заготовки сразу. Расстойка здесь нужна, обязательно. Так тесто у нас точно не будет рваться при выпечке, при увеличении в объеме. Снова их накрываем и оставляем на 10 минут. За это время подготовим 10 кусочков сливочного масла. По 8-10 грамм будет достаточно. И можно приступать к формовке самих булочек. Толстую часть конуса раскатываем к себе, а тонкую от себя, дополнительно растягивая при раскатке. Здесь все просто, но показываю еще раз. Толстую часть к себе, а тонкую от себя, еще растягивая. Теперь заворачиваем кусочек холодного, но не замороженного сливочного масла, фиксируя его внутри как можно лучше. Затем сворачиваем свободно в рогалик, чтобы тесто не натягивать излишне. Кладем булочки на противень, кончиком вниз на расстоянии друг от друга. Оставим еще на 10-15 минут обязательно для расстойки. Далее спрыскиваем обильно обычной водой. Кстати, спасибо вам за совет. Купила себе вот такую штуку. По желанию сверху украсим крупной солью.
Выпекаем булочки в заранее разогретой духовке при температуре 220 градусов 20-25 минут. Масло растает внутри, пропитает тесто и, конечно же, низ каждой булочки. Ровно 25 минут продержала я булочки в духовке. И посмотрите, какие они красивые. Дополнительно максимально горячие смазываем прямо на противне растопленным сливочным маслом. Их аромат просто волшебный. Хотя бы немного постараемся их остудить на решетке, если это возможно. Очень аппетитно выглядит и пахнет. Как они хрустят! Горячие еще. По вкусу напоминают те самые круассаны, но готовятся гораздо легче. Отличная альтернатива, я считаю. Советую вам тоже попробовать. Делитесь рецептом с друзьями, ставьте нравится, если видео для вас интересным было. Жду комментарий, все это лучшая благодарность от вас. Удачной выпечки, пока!